Когда ты что-то планируешь, ты это делаешь. У меня запрос был, я бы сказала, уже сейчас я понимаю, что немножечко размазанный. Касательно драйва, у меня было несколько задач, которые очень нужно было уже делать. Это такой проект, который очень надо делать, но очень-очень не хочется. Как очень многие люди, у меня терялось примерно до 40% того, что я должна была сделать. Ну, в общем, как бы ситуация была, ну, не очень. По фундаменту, немножко спойлерю, нам как раз все, в общем-то, удалось. Все вообще удалось. Вот, как-то так. На самом деле, получилось все очень интересно. Ты предлагал разные техники, у нас очень много отчетных инструментов. Они принесли, пользу, и больше того, что мне кажется, что вот в соотношении условно времени, которое мы их делаем, и эффективности, которую они приносят. То есть это очень, они занимают мало времени и приносят большую эффективность, что, ну, давайте честно говорить, редкость. Каждый абсолютный пункт, он в итоге был под себя адаптирован. Я не могу сказать, что я не знаю, но как-то вот сложилось так вовремя, что, соответственно, в процессе спринта, когда мне это предложили, я наконец-то начала это, ну, применять. Мне помогли какие моменты, что действительно большая скорость изменений. Вот то, что мы с тобой созванивались каждую неделю, то, что ты не пропускал какие-то мои как бы дела, которые я условно успела сделать и совершенно не успела дать им оценку, то, что вообще-то это сделано. Вот. Вот у нас просто есть, наверное, может быть, в культуре такая штука, когда мы обесцениваем то, что мы уже сделали. Ну, мы сделали, что об этом говорить, а тут нет. Какой-то проект, который вообще не идет, и ты открываешь, ты понимаешь, что, ну, вообще-то у тебя вот по этому проекту, который ты вообще не хочешь, там вообще-то 20 галочек. Работа с тренером, она позволяет это избежать. Вывод из этого можно сделать, что когда вы тречите свой прогресс, это позволяет вам в том числе оставаться в более благостном расположении духа, что по факту очень важно. То есть мне кажется, что навык проявления доброты к себе – это не базовый навык, это очень у многих отсутствует. Ну, не то чтобы отсутствует, просто это социально неодобряемая вещь почему-то. Почему, не знаю, непонятно. Вот, но как бы это очень нужная на самом деле взрослым людям вещь, и это очень нужная вещь для взрослых занятых людей. Когда вы тречите свой прогресс, это позволяет вам в том числе завершить, либо же принять, что он не актуален, либо же принять, что окей, мы хотели вот столько, но у нас получается вот столько, в целом неплохо. Ну, то есть как бы оставляем так, перестаем сливать сюда силы. Нормально. Ну, то есть как бы это возможность принять осознанное решение, осознанное, прям подкрепленное фактами, что вот в эту ловушку попадает целая куча людей. Потому что мы, как правило, очень многие критично невнимательны к своему состоянию. Ну, можно всю неделю провести на более, ну, это, наверно, попсово звучит, на более позитивной ноте, что вообще неплохо. Вот, ну и плюс, если мы следим за своим состоянием, то мы, начинаем понимать, что именно нам не нравится. Вот. Ну, то есть как бы что нас вводит вот в это какое-то негативное, плохое состояние. А если мы за состоянием не следим, это может быть, ну, очень долго непонятно. И условно к вечеру понедельника можно оказаться условно такой же уставшей, как к вечеру пятницы, и еще и с перспективой отработать 4 полных дня. Вот. Но, соответственно, это можно пофиксить, если вовремя понять, что мы, не доспали, не доели. Вот. И, соответственно, если мы начинаем условно отлавливать, то мы оказываемся в любом случае в более лучшем состоянии. Если мы понимаем, что у нас состояние изначально плохое, да, то, ну, возможно, с этим как минимум надо что-то делать, как максимум, может быть, этот день рабочий даже как-то перестроить. Это прям вот то, что оказалось must-have, и это вот имело прям прямое влияние.
Как бы в чем достоинство там работы с тобой? Ты совершенно ничего не скрывая, не пытаясь как бы оставить меня в каком-то неведении, ты мне предоставляешь инструменты. Вот смотрите, стремянка, вот смотрите, грабельки. Тебе вручают, собственно говоря, инструменты, и ты можешь с ними работать, даже если ты не работаешь с тренером. Но с тренером объективно очень многим людям будет сильно лучше, сильно проще. Это те люди, которым нужно встроить в свою жизнь какие-то изменения. Ну, то есть, допустим, человек у нас с тобой имеет цели, которую вот он уже эту бедную цель жует, 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 а толку-то от нее вообще никакого, да? С таким запросом можно легко разобраться. Людей, которые вынуждены сочетать очень сильную многозадачность. Во-первых, какие-то у нас высококвалифицированные специалисты и руководители. Данный подход подойдет людям, которым надо что-то делать быстро. Руководителям первая крайность – это мы не доверяем сотрудникам, и мы стоим у них над душой, да. И вторая крайность это когда мы даем большую объемную задачу и не подсказывают. Я думаю, что руководители по этой системе смогут делегировать наиболее эффективно, достигать большей эффективности за меньшее время. Мне кажется, что для руководителей во многом вот это будет решающим. Это, в принципе, поможет людям, у которых есть по той или иной причине недостаток ресурсов. Суперзанятые специалисты, молодые матери, люди, которые планируют что-то большое, то ты работаешь, но ты не получаешь отдачу ту, которую ожидаешь. И вот тоже может помочь разобраться, почему нет отдачи. Я думаю, что это очень поможет людям, которым сложно что-то менять в своей жизни, потому что у нас очень много отчетных инструментов, мы все смотрим, все тречим, и им будет так спокойнее, что они делают постепенные, контролируемые изменения, которые приносят позитивный результат. Если человеку трудно меняться, если у человека есть сложности с гибкостью, именно с перестраиванием, то ему сопровождение тренера нужно. Ну, то есть, у нас с тобой выстроилось очень хорошее взаимодействие. Мы с тобой переписывались каждый день, я с тобой делилась стендапами, и ты на все отвечал. И я понимала, что ты мне в любом случае ответишь, что я не останусь без обратной связи. Просто поддержка словом в нужный момент, вот эта вот ложка, которую принесли к обеду, да, это очень важно бывает. Я бы с тобой при случае обязательно бы продолжила сотрудничать. Вот, я считаю, что тема вообще абсолютно прекрасная, абсолютно восхитительная. И главное, что тебе как тренеру, если что-то не нравится, если что-то раздражает, что-то бесит, всегда можно об этом сказать. Ты в этом плане абсолютно как бы гибок. Ну, то есть это очень приятно, потому что, ну, как бы абсолютно большинство людей, в том числе, между прочим, психологов, они на это всерьез обижаются. Но опять же, возможно, ты просто понимаешь в этом чуть больше, чем в том числе многие психологи, да, потому что сопротивление новому, да, оно такое, оно иногда бывает, ну, не совсем приятно может выражаться у людей. Например, у кого-то это бесконечные отмазки. Домашнее задание съела собака перманентно. Ты как тренер идеально подходишь для тех людей, кому нужно ввести что-то новое при поддержке всесторонней. Вот. Опять же, у меня в большинстве случаев получалось сделать все, что я тебе обещала. Ну, то есть 80% я сделала. Вот. И то есть это абсолютно как бы все без напрягов, без негативов. Вот. По изменениям. В общем, это немножко курьезно, но, в общем, странно бывает. Когда ты что-то планируешь, ты это делаешь. Буквально перед заполнением, перед экселевской таблицей думала, я вообще ничего не делала по драйву, вообще ничего, но оказалось, что вообще-то нет. Вообще-то вот целый как бы из 2 проектов драйв, целый один вообще-то сделан целиком. Что я начала отслеживать состояние. Вот, это очень важно. Этот мониторинг, он позволяет в геометрической прогрессии снизить на себя нагрузку. Это бережно к себе, бережно, лояльно. Это в том числе позволяет эффективнее взаимодействовать с людьми. Ну, то есть, как бы понимать, что ты сейчас можешь сделать, что ты не можешь сделать. Что еще из важного? Мы с тобой вот ввели небольшую физическую активность. Оказывается, что если мы соблюдаем физическую активность, то сюрприз, мы чувствуем себя лучше. Ну, то есть, как бы вот банальный инструмент, который работает.
Он работает, все. Ребята, спор окончен. Это вот буквально за один спринт, я напоминаю, вот как бы были сделаны выводы. Ну, на самом деле я однозначно эту тему всю продолжу. А дальше я думаю, что все-таки в спринтах я участвовать буду. Мне с тобой было очень комфортно работать. Я рада тому, что мы с тобой встретились, я рада, что мы с тобой поработали. Ну, вообще, как бы очень круто, очень здорово, что вот мы с тобой позанимались. Естественно, если я дальше вижу людей с какими-то проблемами, которые вот такое сопровождение, такой формат работы мог бы решить, ну, конечно, мне там сильно проще их уже отправить. Поучись, пожалуйста.